Друзья, рад вас всех приветствовать. Сегодня появилась новость, которую в России точно не ожидали. Российские СМИ громко трубят о том, что Путин начал кашлять. Но давайте же обо всем по порядку и начнем с того, что вчера лично сам Путин заявил о том, что сделал вторую прививку и понадеялся, что все будет хорошо. Даже не то, что понадеялся, а якобы уверен в этом. Появился комментарий из Кремля про самочувствие Путина. Президент России Путин хорошо себя чувствует после второй прививки. Побочных эффектов нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Песков. Но вот сегодня российские СМИ трубят громкую новость. У Путина заметили кашель после второй прививки. Журналисты заметили, что у президента России Путина наблюдается легкий кашель. Путин подкашливает после второй прививки, говорится в комментарии к видео. По этому поводу россияне в комментариях не скрывают эмоций. Карандаш поймал, бросил ручку, бровью повел, кашлянул, пукнул. Это какой-то капец, а не новости нормальной страны. Про карандаш все-таки была новость поинтересней. Скоро Лебединое озеро ждем с нетерпением. Вся страна замерла с надеждой. В общем-то, ситуация непонятная. То ли действительно что-то со здоровьем Путина, потому что такие заявления из Кремля и легкое покашливание, на которое обратили внимание российские журналисты, говорит о многом, и, в общем-то, возникают некоторые вопросы. Но, несмотря ни на что, Путин и дальше делает громкие заявления и продолжает призывать. ТАСС. Путин призвал работать над уровнем культуры. Только при самом внимательном отношении к истории, к моральным и нравственным ценностям народов РФ можно добиться максимального результата. Опять давит на мораль, опять рассказывает про культуру, про моральные ценности, про историю. Кроме того, Путин призвал чиновников ножками пройти, чтобы решить социальные проблемы граждан. Ножками пройти у Путина, видимо, какие-то ассоциации на себя примеряет, не ногами, а ножками. Что касается Путина, по всей видимости, к его персоне и дальше угасает интерес не только со стороны народа, а и со стороны представителей средств массовой информации. Росбалт. На выступление Путина с ежегодным посланием придут вдвое меньше журналистов, чем год назад. Аккредитированы на данный момент 435 журналистов, и это при том, что в прошлом году было 885 представителей российской и зарубежной прессы. Ситуация, конечно, довольно интересная, ну а чему тут удивляться? Новости, которые касаются будущего Российской Федерации, прорывов, рывков, спасательного круга. Россия запланировала зарабатывать на экспорте водорода до 100 миллиардов долларов в год. Для реализации проекта по его производству в правительстве обсуждаются специальные меры господдержки. Ну, конечно, нужна господдержка, нужно потратить бюджетные деньги, и якобы можно экспортировать водорода до 100 миллиардов долларов в год. На этом фоне я вспомнил заявление Путина от 21 октября прошлого года, буквально несколько месяцев назад, и тоже сумма похожая, точно такая же. Путин: оборот российской вакцины на мировом рынке может достичь 100 миллиардов долларов в год. Интересно, а на продаже российской вакцины сколько уже миллиардов заработали? И будет ли в этом году цифра до 100 миллиардов? Посмотрим, сколько заработают на продаже водорода. Особенно учитывая то, что нужна господдержка, и пока непонятны ее объемы. Но все это делается в ответ на отказ Европейского Союза от нефти и газа уже в среднесрочной перспективе. Коммерсант. Резкое падение котировок гособлигаций стоило Вебу 14 миллиардов рублей пенсионных накоплений россиян. Вот эти игры российских властей с пенсионными накоплениями, ну, я даже не знаю, как это назвать. Это при дыре в пенсионном фонде
при постоянных разговорах про повышение пенсионного возраста, пускай и не про прямое повышение, но про пенсионную реформу, не могут не вызывать эмоций. Кроме того, что касается возможной пенсионной реформы, появилась новость сегодня о том, что Следственный комитет завел дело из-за митинга 2018 года против повышения пенсионного возраста. Уже подняли старое дело 2018 года, и это касается митинга именно против пенсионной реформы. Видимо, власти пытаются заранее запугать народ, чтобы в случае новой пенсионной реформы никто и не подумал выходить. Капитал страны сообщает о том, что власти соберут биометрию у 50 миллионов россиян. Это обойдется в 6,6 миллиардов рублей. Все это нужно для дистанционной биометрической идентификации граждан. Правительство хочет получить лица и голоса россиян. Я, честно говоря, не особо понимаю, зачем это так нужно российскому правительству собирать биометрические данные россиян, да еще и у 50 миллионов, 6,6 миллиардов рублей. Ну, в общем-то, посмотрим, как будет дальше и чем все это закончится. В Думе заявили, что в России создана эффективная система защиты прав человека. Это заявление главы Комитета Госдумы Гаврилова по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Эффективная система защиты прав человека была создана в России за последние годы. Она будет улучшаться по мере преодоления последствий экономического кризиса. Напомню, что вчера Володин тоже рассказывал про систему эффективной защиты прав человека и сравнивал это с тем, что было в советские времена, и говорил про шаг вперед, про свободную страну, про Российскую Федерацию. А сегодня уже заявление от других российских депутатов из Госдумы, якобы Российская Федерация свободная страна, якобы есть эффективная система защиты прав человека. Ну, по этому поводу я даже не знаю, что еще можно добавить, особенно начиная с 2015 года, когда был принят пакет Яровой, когда буквально с каждым годом, особенно в 2020 году, пачками законопроекты принимались, которые ограничивают права и свободы граждан. А российские депутаты даже без всякого стеснения рассказывают про свободную страну. Отдых в Сочи в мае в среднем подорожал до 50%. Стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем увеличилась наполовину в связи с ограничением полетов в Турцию. Знаете, что интересно на фоне таких новостей? Это заявление из российского МИДа. Захарова предупредила планирующих зарубежных отпуск россиян о больших рисках. Опасность представляет якобы нестабильная эпидемиологическая ситуация в мире. Нечего планировать зарубежный отдых, отдыхайте в России. Но только из-за запрета полета в Турцию, соответственно, цены в Сочи выросли на 50%. А что же будет, когда Российская Федерация, грубо говоря, закроет полеты на все направления? Внимательно наблюдаем. Ну и как же без новостей про очередное подорожание, РИА Новости. В России подорожают сладости. А закончим этот выпуск на такой ноте. Росстат. Уровень бедности в России в 2020 году стал минимальным за 6 лет. Друзья, на этом все. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока.